Тамара Георгиевна, расскажите, пожалуйста, как развивалось вот это противостояние между Хасбулатовским Верховным Советом и президентом Ельциным? Когда это началось и почему? Вы знаете, это длилось довольно долго. Это не случилось в один месяц, сентябрь, а развивалось, наверное, в течение всего 93-го года уже точно. Но я думаю, что даже с конца 1992-го. Потому что по работе Конституционного суда я знаю, сколько раз приходилось в суде обращать внимание на те акты, которые принимались Верховным Советом, в основном Верховным Советом РСФСР. И эти акты часто квалифицировались Конституционным судом как выходящие за пределы полномочий Верховного Совета. Например, часто он делил собственность на федеральную, республиканскую, субъектов федерации, еще какую-то частную. Он делил имущество журналистских коллективов. То есть он принимал на себя самые разные функции, которые на самом деле по Конституции ему не принадлежали. Ну и кроме того, именно там встречалось постоянное сопротивление экономическим реформам, даже не политическим, которые тогда еще не очень вступили в развитую фазу, если только не считать, конечно, самой начальной точкой политических реформ то, как были избраны эти органы, потому что Верховный Совет избирался действительно в очень демократических процедурах. Но это было немножко раньше, чем начался конфликт между президентом и Верховным Советом. Очень трудно было преодолеть противоречия в Верховном Совете даже на этапе, когда нужно было представить к назначению судей Конституционного суда. Это было полномочие председателя Верховного Совета. И как раз назначение судей Конституционного суда пришлось на тот период, когда Борис Николаевич Ельцин уже был избран президентом. И место председателя Верховного Совета было вакантным. И несколько месяцев шла упорная внутри парламентская, скажем так, борьба за то, кто займет это кресло. И только когда удалось сформировать какой-то консенсус вокруг кандидатуры Хасбулатова, это был конец 1992 года, удалось назначить вообще судей Конституционного суда. Так что для судей Конституционного суда это был первый этап деятельности, начало 1993 года, но 92-й и начало 93-го года. И постоянно приходилось сталкиваться с вопросами о спорности компетенции, потому что полномочия были у президента большие, он получил особые полномочия на период экономической реформы на основе актов, принятых съездом народных депутатов. Но все его меры, которые он предлагал, Верховный Совет не принимал. Конечно, область политики, она для Конституционного суда не являлась предметом его деятельности, но, естественно, это влияло. И в 1993 году произошло сразу несколько событий, которые обострили, я бы сказала, конфронтацию. Ну, прежде всего, президент обратился к народу с вопросами, которые были вынесены на референдум, и в этих вопросах 4 вопроса, известные истории, как «да», «да», «нет», «да», которые так люди ответили, они состояли в том, чтобы выяснить, направлены на это были, доверяет ли избиратель президенту, верит ли он и поддерживает ли он, я имею в виду избирателя, экономические реформы, хочет ли он досрочные выборы президента провести и хочет ли избиратель досрочно провести выборы парламента. Вот на эти вопросы и были получены ответы. Да, правда, последний вопрос стоял да, нет, против выборов президента высказались люди, и да, они высказались за досрочные выборы парламента.
Здесь случилось обстоятельство, которое, с моей точки зрения, подлило масло в огонь этой конфронтации, потому что решения, принятые на референдуме, Конституционный суд не признал имеющими юридическую силу. Ну, мне пришлось тогда как раз занять особую позицию. Я считала, что это неверный подход, и пожелания народа на референдуме должны быть учтены. Поэтому следовало, что предлагал уже давно президент, провести выборы, образовать парламент, состав которого соответствовал бы, очевидно, и воле избирателей более точно, чем удалось это сделать раньше. Ну, раньше просто не было заявлено такое направление, как экономическая реформа, а здесь за этот период 92-93 года, начала, люди уже осознали, что экономические преобразования необходимы, что без них просто дальше жить нельзя. И это решение Конституционного суда, очевидно, придало силу, так я думаю, оппозиционно по отношению к президенту настроенному законодательному органу, законодательному собранию. И тогда уже дилемма стояла перед президентом. Что делать? Опустить руки, не проводить экономические реформы. Это грозило серьезными очень, на самом деле, последствиями. Это могло быть все вплоть до голода. Если читать книжки того времени, например, «Конец империи», по-моему, Егора Гайдара, так монография большая называется, иногда страна была в таком положении, когда, в общем-то, запасов продовольствия в ней было на несколько дней. Значит, кто-то должен был отвечать за эти последствия. Конечно, не каждый, наверное, президент решился бы на то, чтобы взять на себя такую ответственность. Ну, Борис Николаевич решился. И его мартовское обращение к народу как раз ставило все эти вопросы перед народом. Он ратовал за выборы парламента, он ратовал за конституционную реформу, а Верховный Совет, как действовавший тогда законодательный орган, он остановил работы по конституционной реформе. Комиссия по разработке новой Конституции внутри Верховного Совета сделала все, что она могла, проект приготовила, но дальше ничто не шло, он не выносился на голосование. И принудить законодательный орган к этому было никак нельзя. А можно я вас перебью? А расскажите немножечко вот об этих конституционных противоречиях, которые тогда были, которые мы унаследовали от Конституции 1978 года, когда получилась вот эта ситуация не разделения властей, а скорее двоевластия. Да, это очень интересный вопрос, он, правда, существенный, потому что сложилась странная такая ситуация, хотя она немножко напоминала то, что в истории российской называлось всегда и потом, и в наше уже время потёмкинскими деревнями, потому что в Конституцию были внесены изменения, которые закрепляли, что Российская Федерация является государством с республиканской формой правления, с федеративным устройством и разделением властей. Но разделение властей, принцип этот проведен не был, потому что на фоне такого просто декларативного положения в одной из статей Конституции существовали вполне определенным образом на конституционном уровне описанные полномочия всех органов. И вот съезд народных депутатов описывался как орган, который может принять к своему рассмотрению любой вопрос. И принимал. Ну, тогда уже было непонятно место исполнительной власти. Непонятно было и место судебной власти, и место президентских полномочий в эту
систему, никак не вписывалось, если президент, по общему правилу обычно во многих государствах считается лицом, которое формирует исполнительную власть, которая курирует исполнение ею того, что возложено, собственно, на правительство. Все это становилось пустым звуком, если любой вопрос мог быть принят к рассмотрению съездом народных депутатов. Так что с разделением властей не получалось, и это, конечно, было все время причиной конфликтов. У Конституционного суда были такие решения, в которых он писал, что возник конфликт по поводу компетенции между президентом и Верховным Советом, и Конституционный суд не мог его никак разрешить в пользу ни одной стороны, потому что конституционные положения не позволяли, они допускали и то, и другое. В этом смысл был противоречивости Конституции. И в силу этого он только призывал стороны, спорящие, договариваться. Но договариваться не очень получалось. И так, в конце концов, вот одним из возможных выходов из этого положения была бы реализация решений, принятых народом на референдуме. Но это не произошло по вине Конституционного суда в данном случае, который исходил, с моей точки зрения, совершенно не из верного тезиса, потому что он сказал, что раз в референдуме не приняло участие такое большинство населения, которое можно считать квалифицированным, то результаты референдума не могут приводить ни к каким конкретным решениям. На самом деле это был неверный подход, потому что обычно квалифицированное большинство на референдумах и выборах, кстати, в разных странах, требуется тогда, когда есть обязанность голосовать. В Российской Федерации, в РСФСР тогдашней, не было у избирателей обязанности голосовать. Когда есть обязанность голосовать, обычно в правовых системах есть и ответственность за неучастие в голосовании. Здесь этого не было. Конституция стояла и все законодательство на том, что если избиратель хочет, он голосует, не хочет, но он не голосует. И тогда практически неявка должного числа избирателей, не достигающая необходимого квалифицированного большинства, не позволяла принять никакие решения ни в какой процедуре. Вот такие были предпосылки, которые привели в конце концов к осеннему развитию 1993 года. А какую позицию занимал Конституционный суд на протяжении всего этого времени? Вот, вы знаете, он занимал разную позицию. С одной стороны, он одобрял в своих решениях исполнение президентом тех полномочий особых, специальных, которые были даны ему на время экономических реформ. С другой стороны, когда парламент принимал такие акты или, наоборот, парализовал принятие актов, вносимых президентом, он, по сути, ничего не мог сказать. У Конституционного суда обычно его полномочия скованы так называемой связанной инициативой. То есть он может какой-то вопрос рассматривать, если кто-то к нему по этому спорному вопросу обращается. Это первая позиция. Вторая позиция состоит в том, что суд может разрешить какой-то спор, если Конституция дает для этого основания. А если она содержит противоречивые положения, то основания такие можно найти на любой вкус. И это тоже не позволяло выйти из конфликта. Кроме того, и это позволило суду особенно обострить конфликт осени 1993 года, на тот момент в законе о Конституционном суде у него было право по собственной инициативе рассматривать вопросы о конституционности или неконституционности действий высших должностных лиц в государстве. И как раз именно этим полномочием воспользовался Конституционный суд после 20 сентября, когда он собрал по своей инициативе ночное заседание. Оно уже датировано было 21 числом, где он по собственной инициативе рассмотрел
именно указ президента номер 1400 о проведении конституционной реформы. Вот таким образом Конституционному суду не удалось выступить миротворцем, но в некотором смысле поджигателем, да. Если не первоначальным поджигателем, то подливающим масло в огонь, так как костры инквизиции, святая простота хворост подбрасывала. Надо сказать, что у Конституционного суда позиция по этим всем вопросам не была единообразной. Судьи Конституционного суда придерживались разных взглядов. Лично я считаю, что решение, которое Конституционный суд принял 21 сентября, оно не получило большинства голосов, и анализ этого голосования есть в опубликованных материалах. Есть такая книга «Москва. Осень 93-го», где просто приведены все документы того периода, в том числе это обсуждение ночное в Конституционном суде, хотя я до сих пор не знаю, как оно было записано, потому что вообще-то существует некая такая тайна совещательной комнаты, споры шли горячие, но голоса разделились в почти что равных пропорциях, где-то 4, кто-то воздерживался с разными отговорками от голосования по какому-то предмету. Но в результате получилось два интересных момента по материалам этого заседания и голосования. Решение как таковое с мотивировочной частью никогда не появилось. Более того, оно никогда не было опубликовано как официальный документ. И это понятно, потому что оно было принято с нарушением судебной процедуры. И даже вопросы на голосование были поставлены неверно. И это проанализировано тоже в этой большой книге, содержащей массу документов того времени. И, с одной стороны, что-то было решено, но то, что было решено, не могло ничего изменить и не было достаточно легитимным. Но позиция Конституционного суда все-таки тогда не была нейтральной, да? Зорькинский Конституционный суд тогда воспринимался как чаще всего выступающий на стороне Верховного Совета. Нет, это не так. На самом деле этот процесс развивался постепенно. Я как раз приводила случаи, когда Конституционный суд не защищал Верховный Совет и не защищал съезд народных депутатов, когда они принимали решения, выходившие далеко за полномочия законодательного органа. И много есть таких актов, когда вступившими в силу решениями Конституционного суда решения законодательного органа были дисквалифицированы. Но по состоянию конфликта на сентябрь 1993 года я могу с вами вполне согласиться и подтвердить, что Конституционный суд вроде бы выступал как поддерживающий Верховный Совет. Хотя на самом деле расклад голосов в Конституционном суде не был таким, чтобы большинство было за позицию Верховного Совета. Но, конечно, всегда были люди среди судей тоже, которые колебались, и люди, которые распадались на два лагеря, за и против. Но в такой ситуации, когда треть колеблется, а остальные распадаются на два лагеря, решение принять невозможно. Но надо сказать, что судьи сами, они уже понимали, именно рассматривая много конфликтов компетенционных между президентом и Верховным Советом, что они не могут их разрешать на основе этой Конституции. И такой факт, он, правда, огласке не придавался, но он зафиксирован в письменных архивах, которые в Конституционном суде были. Не знаю, по-моему, сейчас их уже не хранят, когда 5 судей Конституционного суда обратились с заявлением на имя председателя Конституционного суда и заявили, что они больше не могут участвовать в рассмотрении споров между органами
публичной власти между президентом, Верховным Советом, съездом народных депутатов, потому что Конституция не дает ответа на вопрос, как это решать, и что они будут участвовать только в проведении таких судебных заседаний, которые инициированы гражданами, обратившимися за защитой своих нарушенных прав. Тогда гражданин мог пожаловаться на сложившееся обыкновение правоприменительной практики, то есть судебной практики, которая применяла неверный закон. На сам закон гражданин тогда еще пожаловаться в Конституционный суд не мог. Так что уже компетенция Конституционного суда в значительной ее части была парализована и тем, что 5 человек из 13, это много, отказались рассматривать такого рода споры не из-за слабости своей, а из-за слабости основного закона, хотя можно было бы, но это теперь уже легче немножко рассуждать, тогда это, правда, тоже было ясно, можно было руководствоваться общими принципами Конституции, в частности, требованием разделения властей, и разграничивать полномочия по сути своей, относящиеся к законодательной сфере или к сфере исполнительной власти. Ну, на это тогда, конечно, Конституционный суд не пошел. Для обывателей, для вот бывших советских людей, в массе своей не разбиравшихся в политическом или государственном устройстве, по-моему, роль Государственного суда не совсем была ясна, и Зорькин воспринимался просто как самостоятельная политическая фигура, которая влияла на какие-то решения. Расскажите, пожалуйста, про Валерия Зорькина. Что это был за человек и какое у него было мировоззрение? Ну, вы знаете, сначала, пожалуй, надо ответить на первую часть вашего вопроса. Граждане действительно воспринимали Конституционный суд как элемент политической власти, и это было плохо. И судьи все время возражали, и когда к суду обращались за разрешением какой-то острой ситуации, судьи часто говорили: мы не пожарная команда. Мы не можем, мы можем решить только то, принципы для разрешения чего закреплены в основном законе. Ну, конечно, газеты пестрили статьями под заголовками «Куда смотрит Конституционный суд?». Да? Ну, куда он смотрел? Он должен был смотреть текст Конституции, хотя действительно стал отклоняться от этого требования и стал смотреть на расклад политических сил. Именно это в суде лично я связываю с фигурой председателя, с фигурой Валерия Дмитриевича Зорькина, потому что он стал активно участвовать в политических процессах, он ездил выступать в законодательный орган, выступал перед депутатами. Ну, а дальше что? А дальше собственная инициатива по рассмотрению вот этого указа номер 1400, который многие судьи, явившиеся на ночное заседание, даже и не видели текстуально оформленным, да, слышали только, попросили в начале заседания время им предоставить, чтобы изучить текст. На 20 минут заседание прервалось для изучения текста. И потом вот шло это обсуждение, тоже практически вне процессуальной формы, какой бы то ни было, потому что никаких сторон спорящих в суде не было, а они должны были быть, потому что если один акт оспаривается доводами другой стороны, значит, нужно заслушивать и сторону первую, издавшую акт, и тех, кто является оппозицией этому акту. Но этого ничего не было. Заседание практически свелось к тому, что обычно составляет часть совещания судей. Не публичного рассмотрения вопроса, а вот совещания судей, когда они между собой обсуждают позиции разные, спорят, защищают свою точку зрения. Закончилось голосованием, к которому никто не был готов, и расклад голосов это показывает. Был ли указ, непонятно, потому что указ был подготовлен, озвучен, но, судя по всему, не подписан, потому что, я так понимаю... Ну, текст был. Я не знаю, как, честно говоря,
Ну, меня тогда это не очень интересовало. Когда я пришла в суд конституционный, я думала, что я пришла на чисто юридическую работу. И область политики была мне неинтересна. Я всегда считала, что это конъюнктурное что-то, очень такое субъективное, может быть, спровоцировано не какими-то правовыми идеями или даже текстами, а просто собственным политическим интересом, стремлением как-то усилить свое положение на политической арене в качестве политического актера. И не хотела вообще смотреть на эту сторону. Я очень верила в право. Я считала, что если следовать тому, что должно в силу права, то можно справиться со всеми этими ситуациями. Но оказалось, не получилось, потому что референдум, который вроде бы дал ясные ответы на все и мог воплотиться в законодательных актах, мог привести к объявлению выборов досрочных, собственно, из референдума вытекал распуск парламента, он был Конституционным судом отвергнут. Ну, я в этот момент, конечно, принадлежала именно к меньшинству, потому что я считала, что должно быть иначе, как, впрочем, и при голосовании по указу 1400. Скажите, а голосование в Конституционном суде — это такое формальное мероприятие? Вообще, как судьи друг с другом разговаривали, как это происходило? Ну что вы, тут формальностей быть не может. Это единственный способ переубеждать друг друга. Это не просто там опускание бюллетеня или поднятие рук, или произнесение, что я за или я против. Это мотивировка. И споры были серьезные. Это в тексте все отражено. Давайте перенесемся на полгода назад и поговорим про то, как началось конституционное совещание. Это не на полгода назад. Это, ну да, вы имеете в виду начальный момент деятельности. Это лето, да, это июнь 1993 года. Вы знаете, мне всегда хочется немножко остановиться и как-то вздохнуть с облегчением, когда заходит разговор о конституционном совещании, хотя многие считают, что это был нелегитимный орган, что деятельность его не могла иметь никакого значения. Я отношусь к этому совершенно иначе. Я считаю, что это был потрясающий опыт в нашей истории, в том числе в правовой истории, когда появился неожиданно основанный на поддержке государственной власти очень мощный институт гражданского общества. И когда гражданское общество привлекли к решению общегосударственных вопросов абсолютно на равных с государственной властью. И это нормально, если государственная власть сама не справляется, она же не зря обращается к выявлению мнения народа на референдуме, а здесь она обратилась к выявлению, во-первых, мнения специалистов, конституционалистов, правовиков, и, во-вторых, она обратилась к мнению разных слоев общества. С одной стороны, в конституционное совещание были выдвинуты представители органов государственной власти на разных уровнях, на федеральном, в субъектах федерации и на муниципальном. Никогда так не было. А с другой стороны, были выдвинуты для работы в этом совещании представители партий. Представители партии, они находились в такой... Там было 5 палат в конституционном совещании. Они находились в палате, которая поддерживалась еще и наукой, потому что была отдельная палата, куда делегировали членов научные учреждения, Академия наук. Это все было уникально. И каждая палата из 5 отдельно от других палат обсуждала все статьи Конституции, абсолютно все. И потом по результатам решения каждой палаты устраивалось общее обсуждение, если точки зрения не совпадали, расходились. Я вообще не знаю никогда в истории более демократического процесса выработки решений, имеющих
не просто государственное значение, но конституционно-правовое, потому что речь шла об основном законе страны. И я очень высоко ценю этот опыт и не знаю ничего равного ему. Никакой референдум с этим не может сравниться, потому что понятно, что референдум мобилизует большое число граждан, избирателей, но это не специалисты. Это не те, кто понимают что-то в этих государственно-правовых механизмах управления социумом. А это были специалисты. К счастью, они были подготовлены, если говорить о юристах, долгими годами работы в науке в период советских десятилетий советского правления, потому что тогда очень распространено было изучение зарубежного права и зарубежного конституционного права и разных правовых систем и вариантов конституционного устройства. И весь материал был собран. Нужно было только из этого обсуждать, что можно взять. Так что я считаю, опыт этот был блестящим. Кроме того, внутри самого этого совещания был создан особый орган – конституционный арбитраж, который принимал решения по вопросам, не обеспечившим достижение какого-то консенсуса между палатами. Конституционный арбитраж, я как-то в одной книжке тут недавно прочитала, что там были судьи в нем Верховного суда и других судов. Там были все судьи Конституционного суда, того самого суда, деятельность которого была, как звучит в одном из пунктов обвинений против президента Бориса Николаевича Ельцина, им приостановлена. На самом деле Конституционный суд после принятия Конституции действовать никак не мог, а до принятия Конституции тоже не мог действовать, потому что не было конституционных оснований для его деятельности. А после принятия Конституции, в которой был новый совершенно абрис Конституционного суда закреплен, и новое число членов у него было, и новые компетенции, многое из того, что Конституционный суд делал раньше, например, рассмотрение по собственной инициативе дел против высших должностных лиц, были исключены из текста закона о Конституционном суде. И понятно, что все это исключало возможность действия Конституционного суда и накануне принятия Конституции, и сразу после принятия Конституции. Ну, есть такой пункт обвинения против президента Бориса Николаевича Ельцина, что вот он так нехорошо поступил с судебной властью, он приостановил деятельность Конституционного суда до момента, пока не будет принят новый закон о Конституционном суде в соответствии с тем положением о нем, которое закрепила Конституция, одобренная на референдуме. Я здесь выступаю, с одной стороны, его защитницей, а с другой стороны, немножко обвинителем, потому что я считаю этот его акт ненужным. В переходных положениях Конституции было написано, что все законы, действующие в Российской Федерации, если они противоречат Конституции, они перестают действовать. И это было требование, обращенное к тем, кто применяет эти законы, в том числе и к судьям Конституционного суда, которые должны были применять свой закон, и к тем, кто обращался в Конституционный суд на основе этого закона. Так что этот указ президента о приостановлении деятельности Конституционного суда до принятия нового закона на самом деле был просто правоприменительным актом. Это был почти что, наверное, первый акт применения текста новой Конституции. Но зато из-за этого обвинения публично все время звучали, что вот президент приостановил деятельность неугодного ему суда. Я бы возразила и против тезиса о неугодности, потому что в истории, когда еще до того, как была принята новая Конституция, когда Конституционный суд лишал юридической силы акты президента, президент всегда говорил «исполним». Правда, это тоже ставилось ему в вину, потому что даже судьи Конституционного суда
возмущались. Чем возмущались? Вообще это немножко сказочно сейчас все звучит, настолько это не похоже на уже продолжение, которое мы наблюдаем, да? Судьи возмущались, как он может говорить, что он исполнит, если мы уже лишили его акт юридической силы. Что тут исполнять? Понимаете? Вот такие были требования и представления о правовой значении деятельности и решений КС очень завышенные. Но в реальности я бы сказала, что, наверное, никогда потом власть не проявляла такого уважения к суду, потому что абсолютно все члены Конституционного суда, все судьи сохранили свое положение, свой статус. Они все были включены в состав конституционного арбитража. Двое из судей, я и Борис Сафарович Чебдеев, были включены в рабочую группу по подготовке Конституции, этого конституционного совещания. И это очень интересно выглядит. Надо смотреть, на самом деле, материалы Конституционного совещания. Это уникальный совершенно документ и в социальном плане, в плане представлений об общественном мировоззрении в тот момент и, конечно, в юридическом плане. Исследователь еще не родился, наверное, для того, чтобы делать какие-то выводы на основе анализа материалов Конституционного совещания. Это, наверное, все еще очень близко, но уже теперь это кажется удивительным. А скажите, а вы считаете, что к сентябрю сложился какой-то сбалансированный текст Конституции? Ну да, он был завершен. Он был представлен президенту. Президент изучал его постатейно. У него было очень много замечаний к тексту, причем не таких существенных, да, которые вот показывали бы его обеспокоенность своим правовым положением, статусом президента. Нет. Даже мелкие замечания он делал по тексту Конституции, то есть очень внимательно ее читал. И дальше, конечно, наверное, должна была быть определенная общая редактура, и она была проведена после указа номер 1400, и текст уже в таком достаточно приличном виде, я бы сказала, вынесен на референдум был. Почему я говорю в достаточно приличном виде? Потому что, например, какие-то проблемы тогда Конституция оставила другим законом. Впервые вводилось в Конституции понятие конституционного закона, который по юридической силе приближался к тексту самой Конституции, и Конституция прямо содержала веление принять по таким-то и таким-то вопросам федеральные конституционные законы, которые принимались в усложненном порядке при квалифицированном большинстве голосов в субъектах в двух палатах парламента. В общем, это все было прописано. То есть это был механизм, который мог начать действовать, и он начал действовать буквально с первого дня. Ему не пришлось отлеживаться, он был запущен сразу. Ну, понятно, потому что 12 декабря одновременно же проводились и выборы. Это тоже было очень важно, что иногда говорят, ну что там, надо было подождать, зачем Конституцию сразу принимать, или зачем выборы сразу проводить. В общем, чего-то надо было подождать. Нельзя было ничего ждать, потому что тогда ставился под сомнение вопрос о легитимности происходящего. Не о законности, как думают, о соответствии с законом, это вот законность, а именно о легитимности, то есть о том, насколько то, что происходит, поддерживается гражданами, поддерживается избирателями. Поэтому их поддержку нужно было получить и на референдуме по Конституции, и на выборах. Сейчас часто звучат обвинения в том, что тот более-менее сбалансированный текст, который сложился до разгона парламента, потом превратился в ярко пропрезидентский, что все компромиссы были выброшены, поскольку победа, и можно было делать с текстом все, что угодно. И в результате Конституция стала такой вот пропрезидентской, и это в результате привело к соответствующему развитию событий.
Но это не вполне так, потому что то, что разработал именно этот коллектив Конституционного совещания, этот документ, он был просто проект, и у него никакой юридической силы не было. И это первый аргумент против того, что вы говорите. Второй аргумент заключается в том, что текст Конституции, в котором закреплялись президентские полномочия широкие, ну, наша республика, она считается не суперпрезидентской, да, а все-таки полупрезидентской. Этот текст был готов до событий конца сентября 1993 года. Какие-то изменения потом вносились, но не в формат президентской власти, потому что на Конституционном совещании я сама выступала по поводу статей, закреплявших полномочия президента. У меня тогда очень большое удивление, почему-то только у меня у одной вызывала позиция, что президент определяет внешнюю и внутреннюю политику. Мне казалось странным, что это может определять один человек. Это зафиксировано в материалах. Это обсуждалось и голосовалось, понимаете? А голосовали вот представители всех уровней власти, политических партий и эксперты, юристы. Эта позиция осталась. Позиция была изменена применительно к вопросам, которые тогда не интересовали основные политические силы. Например, была изменена позиция по статье о прокуратуре федеральной, потому что Конституционное совещание предложило статью, в которой было бы указано, что прокуратура занимается только поддержанием обвинения по уголовным делам, а в гражданских делах обеспечивает поддержку граждан, которые являются слабой стороной спора. В их интересах может предъявлять иски сама и поддерживать, значит, защиту их прав в таких процессах, если сами они этого делать не могут. Вот все перечисление – это функции, которые показывало, что прокуратура является органом, работающим в судебном процессе, и нигде больше это не сохранилось. Убрали это по требованию, да, корпуса прокурорских работников. То есть вы не считаете, что в результате произошел крен в президентскую сторону, и что Конституция получилась не совсем сбалансированной? Нет, она сбалансирована под определенный тип организации власти. Мы же знаем с вами суперпрезидентские республики, да? Мы знаем полупрезидентские республики. Но даже в этих республиках всегда есть определенный баланс сил в государственной власти, который выражается просто в соотношении разных полномочий исполнительной власти, президентской власти, примыкающей как бы к ней, и законодательной власти. А по нашей Конституции было по той РСФСРовской, что возможно? Съезд и Верховный Совет могли всегда распустить правительство. У президента полномочия распустить в ответ парламент не было. Здесь, конечно, в Конституции действующей есть основания для упрека в том, что президент приобрел сильные полномочия по отношению к решению вопроса о распуске парламента, если он не одобряет трижды представленную президентом кандидатуру председателя правительства. Даже одну и ту же. Даже одну и ту же. Ну, одну и ту же это уже Конституционный суд истолковал. Из конституционного текста было непонятно, это одна и та же или это последовательно три разные фигуры. Было непонятно. Но это так. И что логично, кажется, да? Если президент выставляет кандидатуру, парламент отказывает, президент снова выставляет ту же самую кандидатуру, парламент снова отказывает, и в третий раз президент распускает парламент. И назначает правительство. Ну, парламент загнан в угол, то есть, по сути, у него нет тут никакого голоса. То есть, получается, что в этом вопросе вся сила на стороне президента. В этом вопросе. Понимаете? Так же, как она до принятия этой Конституции в этом вопросе была на стороне парламента. Потому что парламент мог, простите, пинать правительство, как он захочет.
Он мог увольнять отдельных министров. Он мог не только правительству недоверие выразить, но и поодиночке всех разгонять. И на это не было запланировано как возможная никакая реакция со стороны президента. Ну, тоже ненормально, тоже нехорошо. Но на самом-то деле, конечно, у нас беда заключалась в том, что баланс между разными ветвями власти не мог быть реально обеспечен просто потому, что не сложились партии, не сложилась партийная система. Ну, не каждый же гражданин в отдельности, избиратель, будет за что-то ратовать в этом процессе. Вот ведь в чем была беда. Поэтому все даже очень, допустим, серьезные пожелания все-таки иметь баланс между полномочиями властей упирались в реальность. А какой баланс? Если все равно партия одна, неважно, что называется вокруг. С этой точки зрения я считаю очень важным решение Конституционного суда по так называемому делу КПСС. Вот никто теперь не вспоминает, я бы сказала, о роли президента Ельцина, которую он на себя принял. Он принял ее на себя добровольно, поставив вопрос о прекращении деятельности партии. Я знаю, сколько обвинений в адрес и президента, и Конституционного суда, который тогда взялся рассматривать это дело, высказывали даже иностранные юристы. Они говорили, партия, этот вопрос о запрете партии должна решать просто общая судебная система. Никто не понимал, что это не партия, а квазигосударственный механизм, причем мощный, существующий на всех уровнях, которому никто и ничто не могло сопротивляться. И в этих условиях, конечно, никакой суд не мог запретить это образование как партию. Я считаю, что это очень большая заслуга Конституционного суда, и я думаю, что она принадлежит с точки зрения авторства Владимиру Александровичу Туманову, который стал после принятия новой Конституции председателем Конституционного суда, потому что на процессе КПСС он выступал как эксперт по этому вопросу. И он впервые в нашей юридической экспертизе сформулировал тезис, что партии здесь не было и нет, что это квазигосударственный механизм, произвольно, вне всяких законодательных основ, узурпировавший власть и осуществлявший ее, вопреки тому, что существовали конституционные органы, которые имели определенные полномочия, но всегда должны были получать разрешение на их реализацию или прямое указание их реализовать от соответствующих партийных структур. А вы считаете, что это решение по делу КПСС привело к каким-то реальным последствиям? Ну да, на тот момент я могу сказать, что оно привело к реальным последствиям, потому что КПСС, ее представители, и КПРФ, ее представители, на суде не выиграли. Они не выиграли ни в признании их партиями, ни в признании их права на имущество, кроме той его части, в отношении которого могли быть получены документы, подтверждающие источник появления этого имущества, потому что партия может жить только на взносы, а не на государственный бюджет. И все должно было вернуться в государственный бюджет. Это два положения, и было третье положение, очень важное. Конституционный суд, учитывая просто социальную обстановку, ну и просто то, что 2 миллиона почти коммунистов было в стране, это же были нормальные люди, просто попавшие в такой водоворот. И Конституционный суд не запретил коммунистическую партию как таковую, как сообщество, характеризующееся определенными идеями. Но он сказал, что такие партии могут существовать только при условии, что они создаются демократическим путем. Никогда ячейки партийные на всех производствах существуют и что-то там делегируют и кого-то выбирают.
Никогда они там обязательно должны присутствовать по решению сверху руководящих органов партии, а только посредством самоорганизации тех, кто хочет иметь такое партийное объединение, создает первичные партийные организации, и далее происходит все формирование партийной структуры по демократическим принципам. Эта часть решения никогда не была выполнена. Никогда, потому что съезд КПРФ, как преемницы КПСС, был создан сверху, и все получили свои должности, которые до того имели. И никто ничего против этого не заявил, и Конституционный суд уже не мог ничего с этим сделать, поскольку он уже лишился своего полномочия на рассмотрение дел против высших должностных лиц по собственной инициативе, а они уже перестали быть высшими должностными лицами. Понимаете? Вот. Так что это дело такое. На самом деле теперь в нынешнем мире многопартийном считается, что даже там, где состоялись запреты партий, аналогичных коммунистической, ну так как в Германии, допустим, где была запрещена нацистская партия, и как структура, и ее деятельность была объявлена запрещенной, у нас этого не было. Даже там сейчас считают, что это надо преодолевать в многопартийном демократическом процессе конкурентной борьбы на выборах. Ну, мы не дошли даже до демократического процесса формирования этих партий. А сейчас многие обвиняют Ельцина в том, что этот суд над партией, ну, не был серьезным, что ли. Что, да, он состоялся, но в обществе многие даже не знали, что был какой-то суд над партией. Точки над «и» расставлены не были, что нужно было идти дальше, вообще запрещать коммунистов, что нужно было поднимать вопрос о том, что это была преступная организация, ставить вопрос о КГБ, и, возможно, даже о каких-то иллюстрациях, и что эти вопросы не были решены окончательно, поэтому ящичек этот продолжает быть открытым, и оттуда продолжают вылетать какие-то фантомные... Ну, ящичек открыли, потому что я точно знаю людей, которые по решению президента повесили замок на двери организации, называвшейся КГБ. И этот замок просуществовал долго, до создания нового ведомства, которое не имело в виду такое развитие, которое впоследствии оно получило, действительно тендируя в сторону привычного, да, в сторону привычной колеи для таких органов тайных служб, как я их называю, они называются почему-то безопасности. С безопасностью я могу их связывать совершенно с разными коннотациями. Они источник безопасности или они источник опасности, угроза безопасности. Это все можно рассматривать вполне на репрезентативном социологическом материале, скажем, или просто статистике. Да? Так вот тогда были приняты решительные меры к тому, чтобы этого не было дальше. Другое дело, что развитие пошло иначе. Но если не выполнили даже требования о демократическом порядке формирования партии, понимаете? А дальше вопрос, конечно, который связан с люстрацией, с преследованиями, с признанием преступной организации, он упирался в эти 2 миллиона членов партии. Значит, что общество хотело? Социального конфликта, гражданской войны? Что хотело общество? Я считаю, что большим достоинством того времени как раз было, не оказалось, а было, потому что это имелось в виду в планах, это было так замышлено, так замыслялось и так было исполнено. Избежать того, что могло привести к гражданской войне. Кстати, именно эта цель, и это, по-моему, должно быть ясно всем историкам, привела к тому, что были в сентябре 1993 года с президентской стороны приняты меры по подавлению практически деятельности антиконституционной парламента.
потому что, ну, все знают, на улицах Москвы некие операции боевые совершались. Было нападение на мэрию, был разгром телевидения в Останкино. Можно было, конечно, сказать, меня это не касается, у меня в полномочиях это не написано. Я просто все время думаю, и что было бы дальше? Вот баркашовцы не спрашивали, написано у них в полномочиях или нет. Да? А если у президентской власти есть обязанность такая – выступать хранителем конституционного строя, отвечать, ответственность от президентской очень высокая, за то, чтобы страна не погрузилась в эту кровавую какую-нибудь бойню наподобие гражданской войны в 18 и следующих годах. Ну, конечно, это большая ответственность. И всегда найдутся люди, которые скажут, ну и ладно, сидел бы и молчал бы, пусть общество само бы себя соорганизовало и защищало, но я не думаю, что это правильная была бы реакция. А вы не считаете, что возможно было или нужно было сделать больше в отношении КГБ? То есть все-таки разобраться с прошлым, все-таки открыть архивы. Вы знаете, это замечательный вопрос, просто на больное мое место падает. Архивы были открыты. 6 томов. Я когда-то очень старалась, чтобы они вышли. Полные стенограммы по делу КПСС включают отдельный том документов, 6-й. Он в дефиците всегда был, еще стенограмму можно найти, а этот том нет, потому что там были опубликованы очень многие документы об этой деятельности. Очень интересные. Например, о невыполнении отдельными областями плана по привлечению к ответственности врагов народа. И цифры были написаны, сколько надо было привлечь и сколько недовыполнено. Я считаю, что сам факт оглашения таких вещей – это и есть оценка того, что было, как недопустимого. Ну, а нам нужен Нюрнберг. Но Нюрнберг, должна вам сказать, сейчас до сих пор ставится под сомнение, потому что уже теперь, разбирая этот старый процесс в международном суде, созданном не для всякого рода дела, а только по одному поводу, ad hoc, так сказать, для одного дела. И в его деятельности, и в стенограммах этого процесса юристы находят очень много политического. Но мы даже не осудили преступление на государственном уровне. Да, может быть, что-то опубликовали, но мы не сказали, что это была организация, которая вела террор против собственного народа. Нет, это было написано все в решении по делу КПСС. И про террор против собственного народа, и про то, что были нарушены этой организацией все абсолютно правовые нормы, существовавшие в государстве. И какие последствия? То есть вот... Последствия было прекращение деятельности, разрешение ей образоваться в новых процедурах. Ну, понятно, она образовалась как хотела. А что можно было бы сделать? Против нее должны были бы заявляться иски судебные, когда она таким образом образовалась. Но это кто-то должен был заявлять. А Конституционный суд не мог сам рассматривать это по своей инициативе? Нет, это должны были рассматривать общие суды, потому что это нарушение партии, признанных легитимными процедур ее создания, и, значит, приводящих к тому, что она не могла быть признана действительно законно созданной партией. А расскажите немножко про Чечню. Я знаю, что вы выступали против засекречивания указа, да? Ну да, что делать? Это требование Конституции. Тогда же уже мы решали это дело по новой Конституции, понимаете? И там просто было прямое нарушение совершенно определенной конституционной нормы, что любые акты, затрагивающие права и свободы человека, их ограничения не могут быть не опубликованы.
и они не могут действовать, если они не опубликованы. Но это самый простой вопрос. На самом деле там были более сложные вопросы в этом процессе. Опять-таки я полагала, что Конституционный суд рассматривает дело не в той процедуре, в которой должен был бы. Потому что, по сути, все решения, которые были приняты, ну, скажем так, президентом как главнокомандующим, их принимать больше никому было невозможно, да? Но обсуждение необходимости этих решений чуть ли не целый год шло в парламенте. Если взять стенограммы вот этих парламентских обсуждений этого положения в этой республике, то мы с вами все увидим, что они предлагали. Значит, они не были против этих мер. Шел спор о компетенции. Кто мог и должен был принимать решения на этот счет? Вот и все. Это одна позиция. А другая позиция, это, конечно, она очень социально важная. Невозможность применения внутри страны вооруженных сил. Но это оспаривается все время. Везде и всегда федеральное принуждение есть во всех странах. В США есть, в Федеративной Республике Германии есть. Но у нас не было никаких норм, которые бы это регулировали. Почему их не было? Это точно так же, как Конституция не принималась. Ни закона о военном положении не было, ни закона о чрезвычайном положении не было. Была только разработанная правительством военная доктрина. Военная доктрина была принята, а парламент не принимал эти законы. А можно я вас попрошу сформулировать это полным предложением, что когда назрел вопрос о Чечне и нужно было вводить армию, то Конституционный суд должен был вынести какое-то свое решение по этому поводу? Ну, какое решение он должен был вынести, я не могу сказать, да, потому что решение Конституционного суда всегда основано на определенном консенсусе. Просто у меня была такая позиция, что спор идет не просто о незаконности применения президентом своих полномочий как главнокомандующего, а спор идет вообще о компетенции в области использования вооруженных сил внутри страны. И поскольку законодательный орган постоянно настаивал, это задокументировано во многих-многих страницах стенограмм, все время настаивал на военной операции, то тогда, когда он стал спорить с президентом и оспорил этот указ президентский о введении войск, да, он фактически спорил о компетенции. Он считал, что это его компетенция, а не компетенция президента. Ну, тогда надо было решать этот спор. Тогда, понимаете, если это процедура, то тогда снималась острота обвинения в одну сторону. Ведь ситуация была такова, что парламент был более рьяным сторонником вооруженной такой акции, чем президентская сторона. И тогда ответственность, она иначе должна была распределяться, в том числе и ответственность за то, что своевременно должны были быть приняты законы, согласно которым такие меры можно было бы принимать тем органам власти, на которые Конституция это возложила. То есть фактически президент действовал в обстановке правовой неопределенности, в обстановке, когда многие акты не были приняты. А Конституционный суд вынес какое-то решение по поводу этого указа? Да, Конституционный суд признал, что это полномочия президента, которое вытекает из его статуса главнокомандующего, что при этом, конечно, принимая такое решение, он брал на себя ответственность за соблюдение. Вот это тоже очень важный момент, который надо подчеркивать. Всех требований к ведению военных действий, ограждению населения, гражданского населения от всяких угроз и так далее, которые предусмотрены в международных актах по поводу такого вооруженного
вот вмешательства в решение спорных вопросов внутри страны, что к этим ситуациям должны быть применимы нормы международного права о защите гражданского населения прежде всего. Это первый тезис. Второй тезис, что нельзя было признать, там есть в этом решении, и что нельзя признать соответствующим Конституции. Понимаете? Что нельзя было принимать решения, которые ограничивали очень много сфер для граждан. Ну, например, сферу передвижения по стране. Это нельзя было принимать, и это признано было несоответствующим Конституции. Ну и отдельно, конечно, стоял вопрос о тайном указе, о секретном неопубликованном указе, согласно которому тоже вводились разные ограничения для граждан. Это очень все имело тяжелые последствия для общества, потому что конфликт таким образом уже оформленный, военный или вооруженный, он очень трудно преодолевается и имеет действительно очень тяжкие последствия для людей. То есть в результате использование армии на территории страны было признано Да, конституционным. да, поскольку это относится к компетенции главнокомандующего, которым выступает в стране по Конституции президент. И поскольку у него в руках ничего другого не было, кроме концепции вот этой самой военной. А можно я вас попрошу это сформулировать полным предложением, что в результате Конституционный суд решил, что использование армии было конституционным? Да, давайте сформулируем полным предложением. Решение Конституционного суда в основном его пункте звучало как признание соответствующим Конституции использования президентом его полномочий как главнокомандующего. Несмотря на то, что законов о военном и чрезвычайном положении страна еще не имела. Это была область ответственности законодательной власти. А силами МВД этот вопрос был не решить, да? Потому что это была чрезвычайная ситуация, для которой требовалось... Вы знаете, я на этот вопрос вам не отвечу. Я же анализирую только тексты. Я вот не внедрюсь ни в какое министерство внутренних дел, и тем более еще какое-нибудь, касающееся не внутренних дел. И оценить это не могу. Я могу оценить только документы. Это, так сказать, социологическая база всего, что происходит и в законотворчестве, и в правоприменении. И это отдельный вопрос всегда. Идет мотор. А ваши личные какие-то привязанности, ваши личные какие-то привязанности, мысли, они... Я понимаю, что судья должен быть по определению беспристрастен, но судья при этом все равно Да, человек, конечно. у него так или иначе есть точка зрения. И как вы справлялись с вот этой двойственностью? Но это тяжело, потому что ведь каждый правовой вопрос, он обрастает человеческими эмоциями, возникающими совершенно на объективной основе. Ну, например, об этом даже тяжело вспоминать. Например, председатель Конституционного суда при рассмотрении дела по-моему, о возможности баллотироваться президенту на второй срок, когда, он считался на третий, я считала его вторым, потому что, видите, здесь тоже есть и правовой спор. Когда Борис Николаевич Ельцин заявил, что он не пойдет на следующие выборы, спор возник как бы с целью предупреждения возможного его шага, направленного на то, чтобы все-таки пойти на эти выборы. И Конституционный суд рассматривал это дело. Я считала, что само это решение неосновательно, потому что срок, на который пошел бы президент Ельцин, был по новой Конституции только вторым. А что он раньше по старой Конституции был избран? Какое это имеет значение? Понимаете? Он в 1996 году был избран
по новой Конституции. Первый раз. А раньше он был избран по старой Конституции. Но я почему об этом вспомнила? На фоне этого процесса, который в Конституционном суде в конце концов был прекращен, со ссылкой на то, что президент, так сказать, клятвенно обещал не ходить ни на какой, как бы он ни назывался этот срок, ни на второй, ни на третий, кто как его считает. А в Конституционном суде было принято решение, например, в связи с этим делом, что президент не имеет права поехать на похороны мамы своей. Ну, это же уже человеческие эмоции. Как с этим жить-то? А какое это имеет значение юридическое? Никакого. И такие вещи были. Также было, например, когда рассматривали дело КПСС, судьи тогда многие считали, что Михаил Сергеевич Горбачев не может куда-то там поехать в это время. Почему? Вот этот, я бы сказала, бред методов уголовного преследования в политике, он всегда выбивал из колеи. И тут никак же не можешь найти какой-то способ реагировать на это. Как на это реагировать? Ну, ты, конечно, говоришь, что так нельзя, нельзя принимать такие решения. Ну, возьмем, например, войну в Чечне. Если у вас есть личная позиция, вы, например, против войны, вы считаете, что не нужно вводить войска, что нужно продолжать искать компромисс, при этом вы, глядя на буквы и ориентируясь на текст, понимаете, что этот текст можно толковать так, можно толковать сяк, и ваша личная позиция подталкивает вас к определенному толкованию текста. Конечно, конечно. А как же иначе? Только так всегда и бывает. И это очень, например, проявилось, когда вот обсуждали этот ночном заседании указ 1400. Потому что если смотреть на буквы, ну да, что президент сделал? Он распустил конституционные органы власти. Из букв больше ничего не вытекает. И это переворот. Если смотреть на смысл деятельности, то мятеж начался раньше. Но это всегда так. И это тяжело. Давайте поговорим про выборы 96 года. Вы считаете, что это были, условно говоря, честные выборы? И что под этим словом в том контексте можно было вообще подразумевать? Вот мы все время этот тезис эксплуатируем, понимаете? На самом деле можно провести исследование бы было и установить, честные они или нет. Чтобы перестать говорить о коробках там с какими-то бумажками, которые туда понесли или сюда понесли, это ничего не значит. Это только, я бы сказала, достаточно недобросовестная спекуляция с целью влиять на сознание людей. Вот кому нужно было влиять на сознание людей? Почему так надо было влиять? Почему не установить тогда действительно, что это было? А можно было установить. Я не знаю, что бы мы получили в результате, но никто этого не сделал. А что тогда произошло бы, я тоже не могу предсказать. Предсказание вообще дело плохое. Но предсказать нельзя. Вовсе не обязательно, что выиграла бы коммунистическая сторона. А вам кажется, что опасения... Я понимаю, что я отклоняюсь уже от Конституционного Ну суда. да, мы ушли немножко. Я вообще не люблю про политику разговаривать. Это область такая мутная. У меня вопрос иссякли. Может быть, вы мне подскажете? Может быть, есть что-то, что именно у вас стоило бы спросить, на что вы можете лучше других ответить? Меня стоило бы спросить о значении деятельности президента Ельцина и его отношении к судебной власти. Расскажите, пожалуйста. Вот я считаю, что мы не имели других фигур, которые так уважительно относились бы к судебной власти, даже тогда, когда он недоволен их решениями.
да? Можно я вас попрошу Ему слово часто... Ельцин здесь использовать? Потому что моих вопросов в фильме звучать не Ну, будет. понятно, понятно. На самом деле он уважительно относился к судьям. Был, например, случай, и это было проявлено не только в том, что, допустим, при реорганизации всего конституционного механизма судей он не тронул. Тамара Георгиевна, можно я вас попрошу именно слово Ельцин сказать? Потому что, когда вы говорите «он», непонятно, о ком Хорошо, идет речь. хорошо. Вот когда происходили перемены во всем конституционном механизме, Борис Николаевич Ельцин не тронул судей. Вот как они были, они все остались. Мы имеем другой опыт нынешний, когда объединяли Верховный суд и Высший арбитражный суд. Когда судей, назначенных пожизненно, федеральных судей, полномочия которых не кончались, заставили всех пройти через новые процедуры проверки, и треть из них, если не больше, вычистили из судейского корпуса. Вот это совершенно другое отношение. При Ельцине все судьи остались на своих местах, но этого мало. Все судьи были включены им в конституционное совещание. Они работали внутри его органа, созданного самим Борисом Николаевичем, для того, чтобы получить новую конституцию. Я могу привести еще один пример, совершенно уникальный. Накануне принятия Конституции в проекте появились статьи о создании особой структуры, особого судебного института, который назывался Высшим судебным присутствием. Очень уважаемые мною правоведы, в том числе Сергей Сергеевич Алексеев, с которым мы всегда союзничали во всех правовых вопросах, предлагал этот орган как тот, который встанет над всеми судами, будет вроде такого ЦК КПСС по судебной части, и в него должны были войти руководители судов, не простые судьи, а только председатели судов и заместители председателей судов, плюс еще какие-то представители от высоких инстанций исполнительной власти. И этот судебный орган получал бы право руководить всей судебной системой, давать обязательные указания судам. Это было ровно накануне принятия, накануне вынесения на референдум Конституции 1993 года. И тогда 5 судей Конституционного суда пошли к Борису Николаевичу. Борис Николаевич очень доверял Сергею Сергеевичу Алексееву. И мы попросили аудиенции. Мы были приняты мгновенно. Мы 2 часа обсуждали с ним этот вопрос. И он слушал. Не очень надеялись на какое-то решение. Но услышали то, чего даже и ожидать не могли. Он сказал: я вас услышал, я понял, почему это нельзя. Он не юрист. Для меня это абсолютно знаковая его позиция. Тамара Георгиевна, спасибо вам огромное. Вас всегда очень интересно слушать.